Давай чуть подальше разойдемся. Макото Синкай. Если ты можешь назвать хотя бы несколько режиссеров, работающих в жанре японской анимации, скорее всего, он будет на втором месте. И, как у любого известного режиссера, у него есть свои особенности, на которых он иногда слишком сильно зацикливается. В частности, это чрезмерная любовь к пейзажам и низкая заинтересованность в героях. Но эти особенности с каждым новым фильмом Синкая все больше становятся изюминкой, нежели чем минусом. На мой взгляд, это один из самых быстро растущих в плане развития своих навыков и скромных в плане оценки своих способностей известных режиссеров, работающих в жанре японской анимации. Ну что, снимаем? Ну, да, знаешь, только выйди, пожалуйста, из кадра, хорошо? Хорошо. Сегодня я тебе расскажу, почему Синкая, вопреки уже устоявшемуся мнению, нельзя называть новым Миядзаки. Макото Синкай – режиссер, писатель, сценарист, продюсер, аниматор, редактор сэйю и мангака. А еще в честь него назван астероид. В 1994 году он окончил университет, где изучал японскую литературу, а также был в литературном кружке и писал иллюстрированные книги. Он рос на продуктах уже активно развивающейся аниме-индустрии и после учебы устроился в Falcom, компанию, производящую компьютерные игры. Но там он работал все-таки над дизайном и различными клипами. Но параллельно с этим он проявлял большой интерес к программам, использующимся для цифровой анимации. В этот список входит и легендарный среди всех школьников After Effects, изучив который, по их мнению, ты сразу становишься звездой на ютубе. Но это неправда. Я убедился в этом лично. Так вот, у его ног стоял тихо жужжащий Power Mac, с помощью которого он активно экспериментировал, поначалу создавая очень грубые работы, но на третьей попытке, в 1999 году, он родил Кануджо то Кануджо no Neko, или She and Her Cat, или Она и ее кошка. И хоть эта картина сделана в градациях серого, что явно обусловлено банальной экономией пространства на жестком диске, зачатки гениальности в ней уже отлично просматриваются. Это торжество независимой анимации, когда человек, у которого нет ничего кроме компьютера, умудряется сделать то, что многим студиям кажется невозможным. В его распоряжении был минимум ресурсов, но он смог реализовать их потенциал максимально эффективно. Но так как за его спиной не было никакого большого издательства или студии, он продолжил работать в Falcom, по-тихому записывая копии своей работы на CD-диски и продавая их на разных аниме-конвенциях. В 2000 году за Кануджо то Кануджо no Neko он получил несколько наград, включая гран-при на Doga CG Animation Contest. Помимо этого, им заинтересовалась недавно образованная компания Comics Wave Films, которая украла Синкая у Falcom в 2001 году, где он начал производство своего первого цветного фильма Hoshi no Koe. Ему удалось всего за 7 месяцев в одиночку выпустить 25-минутный фильм, который выглядел в то время не хуже, чем работа целой студии. Критикам это понравилось. И Comics Wave это тоже понравилось. И для работы над следующим фильмом Синкаю выделили целую команду, и результатом явился полнометражный фильм Kumo no Muko Yakusoku no Basho. Это научно-фантастический фильм про Японию, половину которой оккупировал Советский Союз. По нему отчетливо видно, что Синкай не из тех людей, кто может просто взять и поручить часть своей работы команде. Помимо этого, уже на данном этапе можно заметить тенденцию. Основа всех его фильмов очень проста. Она построена на отношениях между людьми, на пути которых стоят непреодолимые преграды. И эта же основа еще больше развивается в следующем фильме «Бёсоку го сантиметру», также известный как 5 сантиметров в секунду. В нем он смог делегировать побольше своих полномочий подопечным, но при этом сохранил атмосферу, которая неотделима от фильмов Синкая. А вот его следующий фильм Hoshi о Кодумо казался и не его вовсе. В нем у нас есть и стандартная девочка студии Гибли, и очень похожий дизайн как персонажей, так и фонов на фильмы Миядзаки. Сюжет же больше напоминает сказку, а не романтическую драму, и до сих пор непонятно на самом деле, кто, блять, притащил этот стеллаж на гору.
Но на самом деле к творчеству Синкая есть очень много претензий в плане сюжетных дыр, ведь, например, если взять фильм «Голоса далеких звезд», о котором я говорил ранее, то весь сюжет, в принципе, основывается на заморочке, в которую достаточно трудно поверить. Зачем нужно было в боевого робота сажать именно школьницу? Почему в будущем для связи люди пользуются складными мобильными телефонами? И все же, по какой такой интересной причине она отказывается снять школьную форму, будучи в боевом роботе? В космосе. Ну да ладно. В общем-то, если ты все эти недостатки не можешь понять и простить, то смотреть фильм достаточно сложно. Подобные неурядицы встречаются у него везде, но все это меркнет на фоне того, с какой любовью он рисует эти пейзажи. Они говорят больше, чем герои. Через фоны выражается большая часть эмоций, они гипнотизируют и уносят в другой мир. И эти фоны очень контекстуальные. Чаще всего дождь является олицетворением грусти, но вот в своем следующем фильме под названием «Котоноха но Нива» дождь выражает счастье. Анимация фонов порой более живая, чем персонажей, и это смотрится, как и должно смотреться. И, наконец, кульминацией его творчества на данный момент это фильм «Кими но Науа», который совместил в себе все лучшее от Синкая. Он постоянно прыгал между научной фантастикой, мелодрамой, но в этом фильме он нашел золотую середину. Тем не менее, автор считает этот фильм незавершенным, так как им не хватило бюджета. И Синкай неоднократно говорил, что не хочет, чтобы Миядзаки видел его фильм, потому что он немножко его стесняется. Более того, он даже призывал людей прекратить его смотреть, потому что, на его взгляд, фильм завоевал незаслуженно высокую популярность. И в позиции Макото это звучит очень необычно, ведь он говорит о самом кассовом аниме, которое побило сборы даже оскароносного фильма Миядзаки «Унесенные призраками». Но на самом деле ролик вообще не об этом. Если бы я хотел глубже раскрыть творчество Синкая, то мне бы пришлось говорить на протяжении нескольких часов. А я пока не могу себе этого позволить. Все, что я говорил до настоящего момента, является всего лишь фактической основой для подтверждения моих слов, которые я произнес в начале ролика. Синкай не новый Миядзаки. Конечно, между ними есть много общего. Например, любовь Миядзаки к самолетам стала определенной его фишкой, но и у Синкая тоже есть свои фишки. Это линии электропередач, облака, ну и, конечно же, знаменитые кадры, где друг напротив друга стоят два персонажа, разделенные железнодорожным переездом. И после того, как поезд проезжает между ними, один из персонажей исчезает. Миядзаки был первопроходцем классической анимации, а Синкай — цифровой. То, что он мог делать со светом и 3D-моделями еще в начале 2000-х, уникально по своей сути. Он не пытается пародировать классическую анимацию, используя трехмерную с целью снижения затрат на производство, как это сейчас делают другие. Он создает свой собственный стиль, смотрит на реальный мир, а не на аниме. Хотя, конечно, влияние аниме-индустрии в его творчестве прослеживается, да и что уж там говорить, если он неоднократно заявлял, что главным стимулом к построению карьеры в этой области для него стал фильм Миядзаки «Небесный замок Лапута». Но сама по себе фраза, которую критики используют еще с того времени, как Синкай выпустил свой первый фильм, работая в комикс-вейве, что якобы Синкай — это новый Миядзаки, она глупа. И сейчас я попробую это объяснить, если не на пальцах, то хотя бы на хлебушке. Представьте, что молодой человек с сигаретой — это Миядзаки, а девушка — это его зритель. Миядзаки приготовил хлебушек на костре, и зритель его попробовал, и этот хлебушек ему очень понравился. Тут вдруг приходит Макото Синкай и тоже откусывает кусочек, что вызывает у него приступ вдохновения, который он не в силах сдержать из-за своей творческой натуры. Он собирается с силами, резким и изящным движением вырывает ветку из дерева и насаживает на нее кусочек хлеба. Готовка на костре дело не быстрое, поэтому мы перепрыгиваем сразу к результату. Его хлебушек, в который он вложил всю свою душу, пробует зритель и тоже оказывается в восторге. После этого Синкай навеки дружит с вдохновением и погружается еще глубже, конечно же, в кулинарию. И тут тоже не обходится без изящных движений рук и изъезженных монтажных склеек. Все готовят кофе по-разному, кто-то в кофемашине, кто-то в гейзерной кофеварке, а кто-то как Синкай в турке. Результат не заставляет себя ждать, так как Макото работает не покладая рук. И вот он уже готов презентовать свой продукт зрителю. Что же на это скажет зритель? Здорово, прямо как у Миядзаки. Чего? Ладно, попробуем совсем по-своему.
И вот он по-прежнему работает в той же самой области, в кулинарии. Его движения рук все так же изящны, но уже более отточены. И на этот раз результат его творчества Чурчхелла. Отлично, да ты новый Миядзаки. Моя реакция, наверное, была бы такой. То, что Миядзаки светится ярче всех звезд и его знают от мала до велика, неоспоримый факт. И вся эта индустрия для большинства обывателей носит на себе лицо Хаяо. Именно эта монополия и вызывает такие аналогии, когда молодой режиссер посягает на ту же известность, что и старый общепризнанный гений. В их творчестве есть много общего, но это общее обусловлено тем, что они просто работают в одном и том же направлении. Во всяком случае, Макото не сын и даже не ученик Миядзаки. Он может стать новым лицом аниме-индустрии, если, конечно же, всеми любимый старик перестанет как бумеранг возвращаться из состояния «я на пенсии» в состояние «я делаю новый фильм». Его плотный график по созданию новых работ однозначно способствует росту его известности, как и постоянное стремление к улучшению своих навыков. Синкай никогда не станет новым Миядзаки. Синкай — это Синкай. Как бы глупо оно ни звучало. Поехали.